Привет, YouTube! С вами Михаил Снитко, и тема этой видео – выявление потребностей в переговорах. Пройдя первый этап под названием «Вступление в контакт», мы приступаем к следующему этапу, к этапу ориентации, к этапу, который многие переговорщики часто просто выбрасывают. Какие цели мы преследуем на стадии ориентации? Первая цель – это сориентироваться в проблемах и задачах, которые хочет решить наш партнер. Если таковых проблем нет, то в стратегию переговоров мы ставим задачу эти проблемы ему создать, сформулировать их, показать клиенту, что на самом деле проблемы существуют, что его основная проблема заключается в том, что он думает, что у него нет проблем. Дело в том, что если нет проблемы, то и нет продажи. Если человек не видит необходимости менять ситуацию, собственно, зачем ему ее менять? Поэтому наша задача сориентироваться и при необходимости развить эту ситуацию до нужной стадии. Второе – это подготовка почвы к высаживанию семян. Следующий этап, который идет после этапа ориентации – это презентация. Потому что если человек не созрел, то ситуация будет напоминать высадку семян в асфальт. Поэтому задача этапа ориентации – это подготовить человека к презентации. Потому что если клиент не готов, то в рамках социально-ритуальных действий он нашу презентацию посмотрит, послушает, но толку от этого не будет. Третья цель – это развитие и укрепление межличностных связей. Цель этого этапа – укрепить и развить канал связи. Если связь работает функционально, если она прогрета, то по этому каналу можно направить любое сообщение. Сообщение, которое будет получено и обработано. Если же канал связи не отлажен, то что бы мы туда не отправили, эффект будет нулевой. Поэтому первичная задача – этот канал связи укрепить. Если канал связи был сформирован качественно и крепко, но так случилось, что проблемы были выявлены нечетко, то в рамках этого канала мы всегда можем вернуться на шаг назад и продолжить наши изыскания. Если канал был не сформирован, то мы ни проблем не выявим, тем более не сможем их развить. Поэтому канал межличностных отношений – это основа, это фундамент. Если есть канал межличностных отношений, то есть личность партнера хорошо нас воспринимает, то мы всегда можем вернуться с этапа на этап. И наоборот, если канал настроен плохо, то упущенный момент не дает нам возможность эту ситуацию отыграть. Что и как следует делать, чтобы этих целей достичь? Речь идет о идее продать себя как человека, который будет задавать вопросы. Поэтому перед тем, как какие-то вопросы начинать задавать, можно человеку напрямую об этом сообщить. Например, можно сказать: «Уважаемый Василий Иванович, для того, чтобы мне правильно сориентироваться в запросах вашей компании, мне бы хотелось задать вам несколько вопросов. Насколько это будет возможно?» Тут можно еще добавить: это нужно для того, чтобы правильно сформулировать для вас предложение, чтобы максимально точно учесть ваши интересы. Каким образом ориентация проводится? Какие для этого существуют инструменты? У переговорщика есть два инструментальных ящика, при помощи которых он может необходимую информацию получить. Первое – это слушать, второе – задавать вопросы. Слушать и задавать вопросы – это разные инструменты. Используются они по-разному, имеют в применении свои особенности. Давайте разберем такой инструмент, как слушание. В чем заключается проблема слушания? Тут важно понять, какое место занимает слушание в социуме. Дело в том, что издавна так повелось, что большинство людей хотят говорить, но не хотят слушать. Почему так происходит? Дело в том, что у человека издавна закрепился стереотип, что говорящий занимает более высокое социальное положение, чем слушающий. Соответственно, тот, кто говорит, социально более успешнее, чем тот, кто слушает. Почему такой стереотип возник? Издревле так сложилось, что право говорить получал тот, кто обладал большим авторитетом. Особи недостойные на общем собрании племени право говорить не получали и слушали, что говорят особи более авторитетные. Видимо, по этой естественной причине за 40 тысяч лет сложилась такая идея, что говорящий более достойный, чем слушающий. Также, когда человек говорит, он как бы снимает свое эмоциональное напряжение, выплескивает эмоции и получает возможность свое эмоциональное состояние нормализовать. Когда человек не говорит, его эмоциональное состояние выхода не получает. Видимо, по этой причине в мире такое огромное количество свободных языков и такой огромный недостаток свободных ушей. Иными словами, люди ищут свободные уши, чтобы поговорить. С одной стороны, подчеркнуть свою социальную значимость, а с другой стороны, выплеснуть эмоции. С одной стороны, здесь кроется проблема, но с другой стороны, здесь заложен ресурс. Какой ресурс? Проблема заключается в том, что мы, люди, заточены под говорение и не заточены под слушание. Ресурс заключается в том, что если мы научимся не идти на поводу у рефлексов, а научимся действовать профессионально, мы получаем мощный ресурс. Мы начинаем уметь делать то, чего не умеют другие. Поэтому человек, слушающий в формировании межличностных отношений, получает колоссальное преимущество. Поскольку социально так закрепилось, что говорящая особь более успешная, то что в итоге получается? У нас закрепился стереотип: если нас слушают, значит нас уважают. Если нас не слушают, значит нас не уважают. Какой тут можно сделать вывод? Нет лучшего способа проявить реальное уважение к человеку, чем его выслушать.
Поэтому, если мы хотим продемонстрировать, что мы его уважаем, то лучший способ показать это ему не на словах, а на деле – это его выслушать, дать возможность говорить человеку о том, что ему интересно. Слушать означает действительно это делать, а не изображать, что нам это интересно. Вообще слушание как процесс является биологически противоестественным, потому что истинное слушание – это большой труд, требующий больших энергетических вложений. Поэтому, если мы хотим в этом деле реально преуспеть, то наша задача смотреть на слушание не как на затраты, а как на инвестиции. Что же людям мешает слушать? Часто многие путают слушание и молчание. В чем заключается проблема слушания? Дело в том, что настоящее слушание предполагает тотальное включение в поток информации, который нам сообщают. Поэтому, если мы действительно слушаем, а не имитируем, то мы в этот поток включены плотно. Слушание – инструмент достаточно трудный, требующий определенных напряжений. Но что нужно для того, чтобы его освоить? Для того, чтобы его освоить, требуется воля. Но если кто-то ищет легких путей, пусть не удивляется, что у него что-то не получается. Проблема многих переговорщиков заключается в том, что человек хочет что-то получить, но не готов за это заплатить. Поэтому, если мы намерены вести переговоры качественно, то один из мощнейших инструментов – это слушание. Также существует такой симпатичный инструмент обратной связи, как активное слушание. Из чего активное слушание состоит? Первое – это уточнение неясных мест. Когда применяется этот способ? Этот способ применяется в том случае, когда в речи собеседника есть нераскрытые термины. Второй способ – это пересказ услышанного. В каких случаях он используется? Когда мы в словах говорящего не можем понять главную мысль, когда речь собеседника плохо структурирована. Для чего это надо? Чтобы показать собеседнику, что мы его реально слушаем, что его рассказ находится в фокусе нашего внимания. И с другой стороны, получить более детальную информацию о том, что является основной проблемой клиента. Третий способ – это развитие мысли собеседника. В каких случаях он используется? Когда мы хотим сделать из слов говорящего некий синтез, такой обобщающий вывод, который в речи собеседника не было. Четвертый способ – это подведение промежуточных итогов. В каком случае используется подытоживание? Когда переговоры носят довольно сложный характер, и в разговоре обсуждаются критические параметры сделки. Когда клиент излагает свои критерии принятия решения, у нас появляется некая общая картина, после чего нам эту картину важно перенести на какой-то носитель. Поэтому для возможности визуализации можно сказать примерно следующую фразу. Василий Иванович, пожалуйста, проверьте, удалось ли мне учесть все ваши требования, все ваши критерии, которые вы хотели бы использовать при выборе поставщика. Для чего это делается? Для того, чтобы выработать некий интерфейс, который мы и Василий Иванович понимаем одинаково. Получать информацию лучше всего техниками активного слушания, а продвигать человека к принятию решения лучше всего вопросами. Поэтому второй метод проведения этапа ориентации – это задавать вопросы. Существует несколько градаций вопросов. Первый срез. Вопросы делятся на открытые, закрытые и альтернативные. Что такое открытые вопросы? Открытые вопросы – это вопросы, на которые нельзя ответить «да» или «нет». Закрытые вопросы – это вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет». Альтернативные же вопросы – это вопросы «или-или». Статистика показывает, что большинство людей предпочитают использовать закрытые вопросы. Почему так происходит? Дело в том, что человек подсознательно стремится к получению результата, поэтому всеми силами он старается это время сократить. Вообще частый пример сокращения – это выбрасывание этапа ориентации в принципе. Для получения информации, если мы используем вопросы, то лучше всего использовать вопросы открытые. Почему? Открытые вопросы предоставляют собеседнику больше пространства для маневра. Из множества исходных вариантов человек выбирает для себя удобную форму ответа. Когда мы задаем открытый вопрос, человек может ответить так, как ему удобно, при этом не быть хамом или избыточно откровенным. Также открытые вопросы в переговорах по методу СПИН еще называют информационными. Закрытые вопросы еще называют управляющими. Почему? Потому что они оставляют малое пространство для маневра. Исходя из этого, в переговорах существует такой базовый принцип. О чем идет речь? Как правило, в переговорах оба участника стремятся к выгоде. Но проблема заключается в том, что это стремление к выгоде не всегда означает радостное совместное продвижение. Часто так бывает, что если наш партнер по переговорам является сторонником жесткого подхода, то для него выигрыш – это победа. То есть его выигрыш – обязательно наш проигрыш. Такой переговорщик намерен загнать своего оппонента ниже плинтуса, и только в этом случае он будет счастлив. Несмотря на то, что, возможно, после этого он получит определенную проблему. Проблема заключается в том, что человек об этом не думает. Почему? Потому что у него тактики превалируют над стратегией. Поэтому, если мы говорим о подходах, то на этапе ориентации для получения информации лучше всего использовать вопросы открытые и закрытые для уточнения. Кроме этого, существует еще одна проблема. Если на закрытый вопрос человек получает ответ «нет», то после третьего ответа «нет» ситуация заходит в тупик, и обе стороны испытывают раздражение и неудовлетворенность.
Поэтому на начальном этапе переговоров закрытыми вопросами лучше не злоупотреблять, а больше использовать вопросы открытые. На этапе выработки решения вполне уместны закрытые вопросы, как управляющие. В этом случае они будут наименее вредны. Почему? На этом этапе контакт уже сложился хорошо, межличностные отношения стали прочнее. Это означает, что наши закрытые вопросы партнер будет воспринимать не так остро. По сути, это будут такие нормальные, теплые, рабочие отношения. Третья группа вопросов – это вопросы альтернативные. Их еще называют иллюзия выбора. В чем заключается проблема альтернативных вопросов? Дело в том, что эти вопросы относятся к манипулятивным. В этом случае не надо считать людей идиотами. Поэтому альтернативные вопросы важно использовать предельно чутко и осторожно. Но в ряде случаев мы их можем использовать на стадии уточнения критериев и этапе выработки решений. Например, мы нашему партнеру по переговорам можем задать вопрос: как вы считаете, что должно являться первоочередным критерием? Цена или срок поставки? Что для вас является наиболее важным? На этапе ориентации у нас существуют 3 цели, которые принципиально важно достичь. Это укрепление межличностного контакта, получение информации о проблемах клиента и подведение человека к идее, что надо срочно что-то менять. Также важно не забывать, что если нет проблемы, то и нет продажи. Если ситуация не требует изменений, то, скорее всего, человек ничего не будет менять. Получается, человека надо подвинуть к проблеме, изменить его отношение к данному вопросу и при необходимости подогреть. Другими словами, задача проблему расчесать. Поэтому, если человек считает проблему легкой, то надо сделать так, чтобы проблема стала более тяжелой. Если партнер думает, что проблемы нет, то надо подвинуть его к идее, что проблема есть. При необходимости сформировать для него критерии, которыми он будет оперировать. Если все сделать правильно, то наша презентация ляжет уже на взрыхленную почву. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Поэтому хочу пожелать, чтобы все задуманное обязательно в вашей жизни реализовалось. Чтобы близкие люди всегда побуждали вас на великие дела и прыжки выше своей головы. А также никогда не унывать, любить жизнь, делать добро, бодро и уверенно идти к своим целям и с вдохновением и юмором смотреть на мир. Подписывайтесь на мой канал, высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки. Увидимся в следующих видео. Пока!